Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом вкусного и полезного ужина или обеда, который я приготовлю всего за 30 минут. По набору продуктов вы, наверное, догадались уже, что мы будем готовить овощное рагу с говядиной, или демлама, или домлама, кому как нравится. На 6 порций рагу нам понадобится мясо, примерно полкилограмма. В моем случае это говядина, я ее порежу небольшими кусочками сразу порционно. Мясо лучше брать с прожилками жира, оно добавит дополнительный аромат нашим овощам и сохранит мясо мягким и сочным. А готовить димламу я сегодня буду в скороварке. Донышко скороварки я смажу немного растительным маслом и начинаю выкладывать мясо, это будет наш первый слой. Немного посолю и добавлю молотый черный перец. Вот что у нас получилось. Теперь я возьму половинку репчатого лука и нарежу ее такими вот небольшими кусочками. Отправляем лук сверху прямо на мясо следующим слоем. Ничего перемешивать здесь не нужно. Следующим слоем я выкладываю картофель. Для этого у меня 2 картофелины, я порежу тоже на небольшие кусочки. Я стараюсь сделать так, чтобы все кусочки были примерно одинакового размера. Выкладываю картофель ровным слоем прямо на лук и немножечко сверху его присолю. Следующим слоем у нас пойдет морковка. Ее также нужно будет нашинковать небольшими кусочками, примерно одинакового размера. У меня это всего лишь одна морковка, но если вы любите ее больше и хотите больше, то можете взять 2-3. Выкладываю морковь поверх картошки и снова здесь нужно посолить. Следующим слоем у нас будут помидоры. Помидоры играют здесь важную роль, потому что они источник основной жидкости в демламе. Я взяла 2 помидора, они у меня очень сочные, мясистые. Если у вас помидорки маленькие, можете смело брать больше. Укладываем очередной слой овощей и сверху обязательно нужно будет снова подсолить. Если у вас нет скороварки, тот же самый рецепт можно приготовить в самой обычной кастрюле. Просто поставьте на маленький огонь и оставьте на час-полтора. А теперь нужно подготовить болгарский перец. Я в этот раз взяла 2, специально взяла разного цвета, для того, чтобы наша демлама была не только вкусная, но и красивая. Нарезаем перец на небольшие равные кусочки и снова укладываем очередным слоем в кастрюлю. Не забудем посолить. Нарезаю баклажан. У меня баклажаны никогда не горчат, я проверяла много раз, поэтому я их никак не подготавливаю. Если вы знаете, что ваши баклажаны горчат, то, конечно, вы можете их засыпать солью и немножко выдержать в воде. Укладываем баклажаны аккуратным очередным слоем сверху на перец. И снова нужно подсолить. Баклажан и чеснок – это 2 таких неотъемлемых друга. Обязательно, где баклажан, туда нужно добавить чесночок. У меня около 4 зубчиков. Высыпаю все на поверхность. Теперь нарезаем кабачок. У меня в этот раз цукини. Цукини очень мягкий и нежный, поэтому он идет одним из последних. И, конечно же, его тоже нужно будет посолить. Слои демламы я не перемешиваю, чтобы не нарушить нежную текстуру овощей. Именно поэтому я просаливаю каждый слой отдельно. Формируем очередной слой из цукини. Ну и последний у меня овощ – это белокочанная капуста. Я взяла небольшую часть, буквально, наверное, 1/6 часть небольшого кочана. Этого будет достаточно. Мелко шинковать капусту совсем нет необходимости. Кусочки капусты должны быть примерно равны кусочкам остальных овощей. Формируем последний овощной слой и, конечно же, его тоже нужно будет подсолить. Добавлю 2 лавровых листа и закрываю крышку своей скороварки. Готовиться у меня будет это блюдо 24 минуты. Пока овощи и мясо готовятся, я нарежу петрушку. Петрушка очень хорошо сочетается с овощами и не перебивает их вкус. А также я добавлю еще дополнительно свежий чеснок. В этот раз я его выдавлю через чеснокодавку.
Ну вот, время вышло, демлама приготовилась, теперь нужно выпустить пар и посмотреть, что у нас получилось. Как вы видите, овощи осели, их стало практически в 2 раза меньше. Теперь самое время добавить свежую зелень с чесноком. На этом этапе хорошо кастрюлю накрыть снова крышкой и дать блюду постоять еще минут 10, ничего включать больше не нужно. Мне очень нравится готовить демламу в скороварке. В скороварке она получается особенно насыщенной, овощи не разваливаются, а мясо очень мягкое. Ну, очень вкусно. Самое время всех звать к столу. Подписывайтесь на мой канал. Кушать подано.